Почтенный воин или Дадоу Цзунь – это очень могущественный класс, что идет после предка. Многие эксперты на центральных равнинах так и остаются на 9-й звезде предка, не сумев преодолеть сложный барьер к истинному почтенному воину. Это действительно качественный скачок в силе по сравнению с предыдущим уровнем. Сяо Янь уже практически пробился в класс почтенного воина, поэтому давайте рассмотрим особенности этого уровня и его возможности. В первую очередь бросается в глаза первое изменение в сравнении с предком. Все почтенные воины за спиной имеют своего рода кольцо Доу Цзунь. Они могут быть различной формы и внешнего вида, так как соответствует духу эксперта. Например, у почтенного Лэй это круги молнии, у Сяо Яня и Яо Тяньхо это будет огненное кольцо, у Сяо Исянь своего рода цветочная форма. Все это полностью зависит от темперамента и типа духа мастера. Почтенный воин – это был уровень, который был еще дальше и страшнее, чем предок. На этом уровне человек уже был высшим экспертом на континенте. Их методы были далеки от того, с чем мог сравниться элитный предок. Они на самом деле могли использовать пространство, нечто эфирное и невидимое, чтобы делать все, что им заблагорассудится. Их особые способности – это разрыв пространства. Именно почтенные воины участвуют в создании пространственных тоннелей для путешествий обычных людей. После перехода к почтенному воину человек способен непрерывно поглощать природную энергию и превращать ее в доу ци в своем теле. Они также могут тренироваться во время путешествий. А продолжительность жизни уже составляет несколько тысяч лет. Разрыв между каждой звездой в классе почтенного воина был далек от того, что мог себе представить обычный человек. Это была своего рода чрезвычайно фиксированная иерархическая система. Для кого-то в классе почтенного воина было довольно сложно бросить вызов другому, более высокому по уровню, даже если это разница всего в одну звезду. На уровне предка тоже было подобное, но теперь разница слишком существенна. Яркий пример тому – почтенный Бин Хэ, глава Ледяной долины. Он на одну звезду был выше Сяо Исянь, но это мощное чувство подавления явно говорило о превосходстве. Этот класс делится на 9 звезд или стадий, где в зависимости от звезды выделяются следующие уровни. Низкий или начальный уровень с 1 по 3 звезду, средний уровень с 4 по 6 звезду и высокий уровень с 7 по 9. Так называемые 9 изменений можно считать квантификатором для измерения разрыва между пиком класса почтенного воина и классом полусвятого – Бань Шен. В конце концов, разрыв между ними был действительно слишком ужасающим. Нужно было использовать еще более тонкую систему ранжирования с огромными позициями между уровнями, чтобы дифференцировать сложность. 9 изменений не были сложными. Проще говоря, они считались 9 сжатиями и подавлениями. Момент, когда доу ци в теле эксперта на пике класса почтенного воина показывала признаки того, что она заполнена и больше не может быть увеличена, был моментом начала 9 изменений. Затем нужно было сжать и подавить доу ци в своем теле. Только тогда внутри тела было достаточно места для принятия нового доу ци. Нужно было выполнить это сжатие, как только доу ци снова наполнялось. Этот цикл повторялся, и только после 9 подавлений он достигал полного состояния. Доу ци внутри тела испытывало изменение качества при каждом сжатии. Только тогда человек мог пересечь неизмеримую подобную небу пропасть и перейти к высшему классу. Из-за этого некоторые эксперты, достигшие этой стадии, описывали тренировку, скрытую на пике класса почтенного воина, как 9 изменений. Стать святым можно было только после 9 изменений. Учитывая силу почтенного воина и то, насколько тяжело достичь этого уровня, на континенте доу ци не так много таких мастеров. Императоров доу хуан очень много даже в небольших сектах. Предков доу цзун чуть меньше, но они также довольно частые эксперты на центральных равнинах. Что касается почтенных воинов, их куда меньше, и обычно только могущественные секты и фракции обладают экспертом уровня почтенного воина. До недавнего времени они казались необычайно редкими, но в дальнейшем мы будем встречать почтенных воинов все чаще. Континент огромен, и здесь достаточно талантов. Например, главы 4 павильонов на центральных равнинах все являются мастерами уровня почтенного воина. Есть много почтенных воинов в таких суперсилах, как Ледяная долина, Долина горящего пламени, Долина звука и цветочная фракция, а также Зал душ. Помимо 9 тянзунов, от 5 звезды почтенного воина до 9, есть немало старейшин Зала душ, все они почтенные воины. И это мы не говорим о клане Хунь, где истинно сильной личностью являются святые.
В 8 древних кланах существует бесчисленное множество мастеров почтенного воина, а также есть эксперты, скрывающиеся в отдаленных местах, таких как северо-западный континент. Были сотни почтенных воинов, которые пришли исследовать руины святого. По некоторым данным, существует не менее 1000 мастеров почтенных воинов под именами суперкланов. Поэтому по тщательным подсчетам на всем континенте Доуци, включая скрытых мастеров и скрытые фракции, в общей сложности может насчитываться не менее 3000 экспертов уровня почтенного воина. Кажется, что это много, но учитывая размеры континента, это звучит логично. После возвращения Сяо Яня в Альянс Янь было в общей сложности 41 почтенный воин, включая тех, кого привел с собой Сяо Янь. Выше почтенного воина находится святой, Доу Шен и Доу Ди. Хотя класс почтенный воин занимает 3-е место с вершины, это не значит, что он недостаточно силен, ведь мощь почтенного воина действительно слишком глубока. Влияние родословной императора Доу Ди настолько велико, что мы можем почувствовать это, глядя на личности, стоящие за 8 древними кланами. Именно из-за редкости родословной императора в основных семьях есть несколько святых Доу Шен. Тогда Сяо Сюань рисковал своей жизнью, чтобы стать императором Доу. И именно из-за истощения божественной родословной его потомки будут хуже предыдущего поколения. Итак, сила почтенного воина действительно поражает. Этого достаточно, чтобы быть высококлассным экспертом на центральных равнинах. Если эксперт уровня предка изначально может использовать силу пространства, то почтенный воин обладает способностью по-настоящему контролировать силу пространства. Такой мастер может напрямую разрывать пространство, путешествовать сквозь пространство по своему желанию, создавать космические червоточины и так далее. В то же время, пока душа почтенного воина жива, даже если тело уничтожено, есть шанс на воскрешение. Лучшими примерами являются Яо Лао и Яо Тяньхо, оба из которых находились в состоянии души и успешно воскресли с помощью Сяо Яня. Еще одной характеристикой почтенных воинов является то, что после достижения 9 звезд они не могут быть напрямую повышены до уровня святого Доу Шен, а должны пройти 9 шагов, что эквивалентно повышению на 9 звезд. Но, конечно же, Сяо Янь не остановится на этом этапе и будет пробиваться еще выше. Как же хочется это увидеть в аниме. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, что вы думаете о силе почтенных воинов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока.